Вирт с омлетом. Так работает Нага. Алан тимится с рандомом. Нет, на БХ, блядь! А пускай, братик, так сказать. Бля, только не знал, что там. Был казнен величайшим игроком Dota 2. Я еще выиграю это. Нет, нет. Я уже задрот. Тараса нужно, наверное? Ага. Да. Почему нет? Потому что это я выиграю. Ja sam se više smorio i tako kako ti šta radiš? Android telefon. Super, brat, kako deca? Jebate, že to ne taknuto. Dobro. Aljo, Алло. слышно, Alan? Да. ВКБшечка! Ебать, а что за ВКБшечка, что сейчас игру пройдет, не? Сейчас, включу на Подожди, full подожди, экран. подожди, Включу включу. на full экран. Я А, клавиатуру. он игру принимал. Просто ВКБ на 50 КП нажал. Кто? Этот год зажился. Как он попадает так все? Ветер, братан. Да, так он все равно мумнулся. Я пошел за сэндвичем в душ. Сэндвич. Нужно взять. Идем кушать 6. Ты хочешь? Да, я не хочу, я наелся. Просто мне говорят, что можешь кушать 6. А что он приготовил? Говядина. С картошкой там готовят. Ты если хочешь, мама, я не буду. Не, я типа сам не хочу просто, ну, сборшить. Где сбор? Ну там. Пусть А, там нет сбора, там просто будет мы еда. оставим еду просто и поедим после игры. Ну ладно. А чем мы просто тогда на 7? 6 Ну, кажется, у него тоже расписание вчера, ну, типа, не знаю, он здесь весь день или не знаю. Может, он домой уезжает. Да, наверное. Я понимаю, что Нора домой, да. Да. Ну, значит, он вот Вроде он... 11:36, наверное, он готовит и уезжает. Да. Чтобы ты был точно в плей-оффе. Если у тебя 3 победы, то не факт, что ты в плей-оффе. А, это Андрей? Да. Thank you very much. Да, тапки вон черные. Давай. Здорово. Добро пожаловать на Катерина. Не, сейчас душ и так далее. У тебя вот ком стоит еще. У тебя вот ком стоит. А, окей. У меня первый вопрос. Я, собственно, отвечу. Давай. Когда такие моменты, где ты хочешь Рошана убить что такое, или Ракса бить очень быстро, тогда очень помогает. А, но у них нет сальницы, да, ни у кого слева. Можно было бы Канду купить на тайде, в теории. В моменте потом еще. Нет. Но сальницы нет, типа. Хекс есть. Для начала, да, ожиданий никаких нет, нужно просто посмотреть, как мы сработаемся. Подходит ли он нам, мы подходим ли ему. То, что мы будем выигрывать всех, такие ожидания, наверное. Ну, не знаю, пока все нравится, побеждаем. Просто будем стараться развиваться, хорошо выступить, хорошо играть. Вот мои ожидания. Хорошее ожидание, потому что это человек, который очень много играет в доту, много знает о доте, и он во всем нам этом будет помогать. Good vibes, good vibes. Мы вот думаем, наоборот, что... Ты думаешь, что будет там Тимбер? Я не знаю, мне кажется, Дима нужно отвечать. Я просто знаю, что Тимбер такой герой, которого трудно У взять. тебя есть опция за флекс, если, например, взять... Он будет сидел против тебя по-любому. Ну, типа, так-то я тоже фри буду, в любом случае. То есть я почти в любой матча буду фрилайн стоять. В этом есть и суть, что если типа там Урсов что-то берет, гирокоптер, тогда ты можешь закаунтрить линию. Да. А ты будешь сидеть на миде, фить. Да, меня это полностью устраивает, конечно. Кстати, я думаю, что не самая большая проблема. Потому что мы просто
Просто иди триплей. Ну вообще да, кстати, вот. Но, Я думаю, там сильно проиграл. да, там топ почему-то, там 0,5 Абадана было. Тут фрилайн. Он решил, типа, даже не пытаться прайжерить, потому что он спужит и просто играть на свой кайф, да? Не, если он решил попытаться. Ага. Ага. Ну вот тебе что А он должен был умирать вообще. Он сейчас умрет, ребят, не беспокойтесь. Не, это хуже, что они умрут. Будет помогать тебе, чтобы они не смогли ничего против тебя сделать. А если ты уже даешь, если приходишь на линии 100 хп, и когда приходит, тогда больше линии нету. Ты же контестить криков не можешь больше. Да. Тут PDF линия. Где-то. Так что Passion выиграли? Да, без шансов. Бля, а я без шансов сейчас пиздел. Passion New Way с Мангейки. Все поглощены просто работой над каждой серией, над драфтами, над тем, как мы должны играть. Сложно судить, потому что мы год провели вместе со Стене, а здесь как бы только 2 игры сыграли. Нужно просто время немножко, чтобы понять. По драфту он говорит то, что там антиколит, говорит, что нужны другие герои, в чем идея должна быть драфт, как должны герои между друг другом взаимодействовать. Ну, в общем, появилась какая-то осознанность. Так там третья игра уже выиграна. Кем? Ну, Фалькон уже выиграл. Почему? Ну, я на хавке смотрел. А, да. Ну. Тогда неинтересно. Не, ну как бы в топе даже он умер, как бы честно, ничего плохого не произошло. Я считаю. 2 килла. Не так плохо. Непонятно, что у Хускара. У Хускара нет армлета, и он не может поэтому сместиться, да, сейчас. Он даже и не идет. А потом ТП сделать, да? Или нет? А нет, на Геда бежит. То есть он просто качался вот здесь без даггера далеко. Его покнули на ульт, и у него нет ТП. И он тоже накидал. Вроде нормально. Нет, это давно уже было. Очень Когда мне было лет 14-15, это было На 7 лет назад. Ну что мы сделаем? Раз, два, три, раз, Алло, два, три. да, меня нормально слышно? Нет, тебя очень появился слышно. Ставь 70. У Алана то же самое. Ну, у Алана тоже захватывает, видишь? Микрофон. Ну, у него чуть-чуть как будто не захватывает, я говорю. Не пожалуйся, все равно лучше пофиксить. Алло. Алло. Раз. Все. Ладно. Я скинул ссылки на ваш Discord. Да, зайдешь. Ну. У нас спокойный пол, все вкусно. Куришь? Да? Немного. Что ты? Да. Я думаю, я снижу эту карту, потому что у меня слишком тяжело. Ну что ты? Прилуки? Сигареты. Они не знают, они никогда не будут нападать сейчас на врагов. Они просто ждут что-то. Ждут, что надо ждать. Потому что им надо ждать. На позиции, где мы должны были выиграть Салах, мы только 3 убили, а они 2 убили. Сейчас просто трудно как бы комбинировать свои вещи. Ну ладно, с чем? Будильник поставлю сейчас. Ну в бару залетела, опять на флаг пукает, опять на нем держится задание. Да ты посмотри, все под бандами, можно сейчас, по-моему, даже развернуть драку не перейдет. Такая штука, что вот спейта нет нуля, мы не можем по ничего сделать, мы должны качаться. Потому что если этот хук не попадается на миде, я не знаю, что вам делать после этой игры. Когда вы Вайда убили. И потом трэшер получили. Я случайно попал. Ну, ты получил его. Но просто когда вот этого хука бы не было, тогда бы не было вот этого второго дефа от этого бича. Вы же не можете к ним прийти? Не можем, мы качались. Вы только можете качаться. А они тоже могли качаться, понимаешь? И они качались, но потом они стали как бы на вас прыгать почему-то, а вы стояли там пятером и убили их, понятно. А если они бы не пошли, если просто Timbersaw нагло бы играл на боте и все эта хуйня бы происходила, где они смог и кидают плот и просто стоят там на боте, был бы 50-50 игру бы играли. Просто я... Да нет, просто 2 игры только сыграли. Нам нужно вот недельку хотя бы, я бы сказал, там что тоже. Какой-то фидбэк. Пока типа просто трудно. Это как поменять обстановку. Ты после, в новой обстановке будешь немножко по-другому себя вести, привыкать к чему-то и больше стараться, наверное. Потому что зона комфорта ты вышел, вот, и все люди сейчас как бы просто более углублены во многие вещи, за которые они не отвечали.
включается какая-то ответственность все же за результат больше, и люди гораздо более стараются брать на себя больше ответственности в итоге, вот, в вещах, которые они просто раньше не брали, потому что это было уже базовым. Вот, сейчас базы у нас как таковой нет, и у нас, на самом деле, можно сказать, даже новая команда в каком-то смысле. And nullifier as well. It's pretty good. And he doesn't kill it in fight. I mean, he didn't die in fight, only afterwards. Карманная БКБ, ну, пытается подвести Сатаник идеально все делает. СКВ пытается потанковать в туши. Кстати, нормально танкует в туши, его еще закиливает Спид. Хорошо протанковал СКВ, правда, он конечно, просто как булка, ничего не нажал. Банды висят очень больно, надо переждать банды. Реально трудно. Да, надо будет просто... Не должно было быть трудно, мы сами очень сложно. Может быть. Все-таки, да. Ну, смотри, они классно драфтнули тоже. Да. И потом они набрали еще одного Лекса. И мы берем Клопу против этого. Да. У меня припарм не был вообще полный. Потому что это лучше, чем он. Ну, понимаю. Так, Но он против Вайпера выиграл сейчас. Не, я могу, я бы роумил на копе. Потому что если он бы не заромил 2 раза вниз, я не знаю, если вот вы могли бы сноуболить, но... Ну, оверолл, мне кажется, Вайпер плохой ласпик в Кентавру. Мне кажется, на Вайпера Кентавр вообще не играбельно в целом. Этот Вайпер не тот самый Вайпер. Думаю, что он просто герой. Жирный герой. Они фармят. Они с Терраблейдом и с Вайпером фармят. У нас теперь опция, вот они будут фармить, да, а типа мы можем и Т2 идти, или мы можем просто исчезнуть с карты и просто пикофать этого и Батрайдера, и прямо без стана патча. У них нет ни БКБ, ничего вообще. Не, вообще Вайпер зовет герой пиздец, вообще не бьет. Это точно. Да, это потому что у тебя такой герой, а потом его не убивает. Да, я его за Молдор бьет, там не играбельно. Знаешь, у всех команды есть сильные и слабые вещи. Как бы их обсудить просто так не самая как бы, интеллектуальная вещь. Так что я бы сказал, что у нас свой плейстайл, и это и хорошо, и плохо. Они очень хорошо играют. Я думаю, нам надо придумать самые лучшие драфты, тогда, я думаю, мы выиграем как бы. Дима, когда приезжает? Он в 6 утра уже здесь был. А игра еще неизвестно, когда что. Сейчас будет известно. Сейчас будет известно, да. Ну да. Вот смотри, ты думал про это, что он какого-то другого героя возьмет? Ты думал, что он возьмет Эмбера на мид? Да. Вы думали? Ну да, или Пака. Да. Я думал, что ты выиграешь Эмбера на миде, на Квапе, и тогда будет... Тяжело выиграть Эмбера на Квапе, но могу. Вообще я делал матчап обычно на 200-300. Нет, драки, да, я пытался, ну да, мне надо отходить. Early game драки, если у них как бы получше какая-то позиция была, ты не сможешь ничего сделать. Нет, early game ты что, я руками были, потому что Лотус, Абадон и все. Не, я имею в виду, что у нас. Вот смотри, у нас лайнап, у меня Вагор, Хуй пинает дарты, играет с поваром. У нас еще должны сигареты лежать. А вот сейчас, да тоже нормально, на самом деле, хуйню несу. Да. О, ты шахматы играешь? Да. У тебя сколько рейтинг? 1400. Нормально, можем сыграть с тобой, у меня такой же был. И у него очень много знаний вообще в целом о жизни, о доте, вот, и он много что интересного может рассказать и поднять атмосферу. По-моему, Климент там один из прошников, который мне первый добавил друзей. Ну и поэтому вот просто приятно с ним работать. Ну и вот, я второй играю таким же билдом, я просто ебашу чё. Ну почти сорвал. А ты ханду не рейтишь на этой игре? Метеор можно потом продать, купить яшка в теории. Но она там прям не прям... Не, пофиг, Метеор нормально, ты можешь им пачки даже кушать. Или когда выиграл файт, вышку кушать. Он просто брейк иногда нужен. Ты можешь в глиф жать. Противоапгрейд. Я думаю, как апгрейдить дальше, какой апгрейд это вообще. Там еще очень много ман. Я думаю, Аркейн Блинк в теории. Да, Аркейн Блинк. Блин, а можно и Блинк на силу еще. Ну типа на шейкере не прям хочется за диск же играть. Ты же не прыгаешь. Он тебя не прыгнет, он тебя не видит всю игру. И в этой говше вообще все не можешь просто дать настоящего. Ну, забрали Пугну. Попел, уходит отсюда. Минус Каймакс
пьяные бараки, они просто должны валить отсюда. Инвокер Нидус, уходят герои. Астиня орёт из соседней комнаты. Бэк по-португальски. Пишет просто им второй каст. Бля, ну меня ТБ убил еще. Он 1% хп, и ты будешь 11% Это пиздец. А нет, подожди. Нет, Просто подожди, пиздец. Дважды я умер, если что, файтить только из-за этого. Да, Лотус помогает. Типа это прям вообще невероятная хуйня какая-то. А там видео заруинил мне. Ну я постою немножко. Просто воздух. Типа я на ДК вообще не знаю, какой билд сделать, потому что у меня ПЛ должен выиграть игру. Но Underlord получился такой. Не самый лучший. Против Сан Кинга было бы проще играть из-за этого, что у тебя билд очень такой обычный был. И если прийти и открыть тавер, игра будет в 10 раз легче, но мы не можем этого сделать. Мы не можем это сделать. Да, поэтому немножко не так получается по героям. Потому что у меня Underlord качается, ПЛ качается. Да. Еще лагало, пиздец, просто невозможно играть. Ну, ПЛ, ТПЛ, нельзя пикать. ПЛ, ТБ, это просто unplayable. И у нас Discord лагал вообще, игра была смешная. Я просто думаю, что про это, что я думаю, вам попроще было бы играть. И это бы не меняет ничего. Даже если Найкласс обоссал его на линии, он давал им возможность с инвокером выиграть игру. Он на клоке бы играл или что такое, там то же самое киллы не будут происходить. Да. Он просто рефреш забрал. Если бы рефреш взяли... Они проиграли бы. Он умер, рефреш на полу был. Да. Я не видел его, да, потому что он лежал на этой линии фоги. Это пиздец. На сырпоху его. Блять, я не знал, что... Да я ж не смотрел. На полу. Да. Что рандомные вещи происходили. Да, далее. Она. Вот я сделал отдельное порция. Вот так делаю. Что за лев? Что за лев? Чисто для Дукалиса без помидоров. Что типа пользы ноль. Повар это кто? Это Дукалис. Такой крашеный пацан. Ну да. Вообще, если болит голова, например, вместо аспирина можно съесть один помидор. ты чё? Он разжижает кровь, конечно. Во как. А что за распечатка? Распаковка, блядь. Распаковка. Свинюшка. Свинедина. Да. Четверых или пятерых. И все так делают. Сбил ТП? Прям последнюю секунду. Пока вставали только в угол. Шейкер раздает из пера, сам гол двух героев. Иногда бывает так, что Он должен просто застанешь. Нет, это не быстрый, это просто Прайм убийство еще. Сейчас посмотрим. покажет сейчас. Не убрались, так он не уходит в сторону. Куда? Давай Дукалис. Типа, просто Давайте обсудим геймплей. Драфт, мне кажется, у нас все заебись. Честно. Не, в драфте проблема это, что у вас спелов нет. Но у вас да, Марси Чен. Марси Чен, Акс тоже как бы не будет first contact. И когда тролль был большой, тогда у вас как бы игра начиналась. Да. А перед этого вам нечего делать. Смешно, что я вот сейчас об этом говорю. Вот все эти игры, где я чувствовал, что вам нечего делать, вы выигрываете. Кстати. Не, вообще он умирает таксом. Ак же full duration делает. А я тебя должен брейкать, просто надо как-то это закомпинить все. Просто тяжело. Да, только... После Тормента, да? После Торма. Да. Потому что Акс вышел на вейв, а не тролль. Да. Типа, если... Это база. На следующую игру. И просто не быть оверхайп. Нет, я был Скорее Дуку Пупей драфтит и спрашивают нас. Я помогаю, Дима помогает, Эдгар тоже. Как бы все involved по чуть-чуть. Вот, у всех спрашивается мнение. Но они вдвоем больше всего отвечают. В целом, я думаю, у нас в команде всегда так и было. Плюс-минус, кроме последнего времени. Но это всегда так. Опять же, когда как бы что-то меняется, то ты просто хочешь больше как бы быть в этом... Какие-то проблемы решились. И ты свежее как человек, как каждый из нас, вот. Ты больше хочешь просто работать, потому что у тебя новое просто, вот. Это базовая, мне кажется, вещь для человека. Я просто вижу это, что у вас трейда нет. Свет. Свет. Go for pipe и просто берем Никса. Go. Все. Go. Свет. Окей. Да. Вот и бан. Если они это забанят, тогда отлично. Тут скорее вопрос для нас, Дим, что мы не будем банить ДК. Ну, вот вопрос, нам не помогли на этого Shadow Demon? Да. Ну...
Ты пошел Так в это топ? опыт. Я же не знал, что это. Ну, да, опыт. типа, Нет, я, ты так я знал. вот говорю, типа, Диману, как я буду играть на Наге. И теперь я же не знал, что у меня это геймплей. Теперь я знаю, что это у меня геймплей будет такой. Потому что я заставляю Димана идти на другой сайт. И Нага я их решал. везде закипал. Я просто помазал, блядь, плюс так вот. А их помните, я просто идеально. Атмосфера хорошая. Все очень такие приятные люди, и они очень много стараются. Как бы, я бы сказал, ну, топовая команда. Ну, я понимаю их очень хорошо теперь. Через неделю. Много времени не было. Да. Но все-таки, я думаю, все сейчас складывается. Не в игре из-за каких-то вещей, что происходило в игре. Они затащили топ-линию, но потом стало, не знаю, что как бы мы можем этот реплей посмотреть, и тогда ты будешь видеть, что у нас дохуя фарма вообще никуда не идет. Да, это ее вина. А если ты пойдешь на их раунд, ты сразу умрешь. Да, 100%. Вот так вот.